on my pillow, leave the winter on the ground. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Адорада. Читает Кэт Вилд. Глава 7. Оливия пригласила с собой коллегу и друга, рослого афроамериканца по имени Тони. «Надо же», — подумалось Чимину, — «какая у них интересная компания без предрассудков». Девушка-зоолог уже удивительно, афроамериканец-зоолог тем более. Но Чимин же не переносил любой расизм, поэтому своего удивления чужой профессии никак не выразил, а цветом кожи скорее любовался, чем что-то еще. И ведь было куда развернуться взгляду наблюдателя, потому что ноги Тони были открытыми, как и руки. Спортивные шорты и футболка, простая одежда для того, чтобы поиграть вечером в бильярд. Сам Чимин тоже страшно любил шорты, но носил их исключительно дома, а в люди всегда старался носить закрытую одежду. Исключением был только какой-нибудь спортивный клуб или бассейн, как вчера. Оливия со своими длинными ногами тоже притягивала взгляд, особенно когда наклонялась над столом для очередного удара. Чимину впервые в жизни подумалось о том, что бильярд очень сексуальная игра. И почему-то очень захотелось что-нибудь выпить, несмотря на утренние договоренности. «Может, возьмем хотя бы пиво?» — предложил он между делом, протирая мелком наконечник своего кия. «Отличная идея». У Тони была очень красивая улыбка. Он наклонился над столом, прищурился, и два шара покатились в лузы. «Холодненького. Как ты, Оли?» «Мне лучше вина», — отозвалась та, поглядывая в сторону Тэхёна. «А вы, мужчины, возьмите пиво». Они играли 2 на 2, причем Чимин был уверен в том, что их с Тэхёном команда выйдет победителем, пока не увидел, с какой точностью Тони обращается с шарами. «Я закажу», — решительно сказал он, ненадолго отошел к бару, оставив Тэхёну кий и право закатить свой шар. Хорошо, что они не придумали играть на что-то вроде желаний. Или плохо? «Как ваш рабочий день?» — поинтересовалась Оливия у Тэхёна. «Сложно», — честно ответил тот. «Но на твердости руки это не отразится, не надейся». Он коротко засмеялся, прежде чем сделать точный удар. «И я все еще обеспокоен популяцией черепах. А где находится ваш основной центр?» «В Сан-Франциско», — с улыбкой ответила девушка. «Калифорнийская академия наук». «О!» — восхищенно присвистнул Тэхён. «Нам нужно было приехать из Сан-Франциско, чтобы познакомиться в Алабаме?» Он обошел стол, остановился рядом с девушкой, примиряясь к шару, и, промахнувшись, на этот раз шепнул ей: «Поужинаешь со мной, когда вернешься из командировки?» Она застыла на мгновение, скорее от мурашек за ухом, чем от удивления, а потом вновь улыбнулась. «Если когда-нибудь вернусь». Взгляд, доставшийся Тэхёну, был игривым и кокетливым. А удар по шару, когда девушка наклонилась к нему, точен и резок. Да, Оливия тоже неплохо обращалась с шарами. Весьма неплохо. Вернувшийся Чимин вручил Тэхёну его бокал с пивом. Остальное принес официант и поставил на столик в углу. Сделав большой глоток из своего бокала, Чимин оглядел игровой стол и ситуацию на нем. В его голове тут же дорисовались траектории и точки, варианты и слабые места противников. Похоже, им придется очень попотеть, чтобы обойти их. Пак Чимин не любил проигрывать, даже очень симпатичным людям. Когда вновь настал его черед бить, Чимин долго ходил вокруг стола, примериваясь, прищурившись, и в итоге зачем-то взглянул на Тони, на том конце стола, на его дружелюбную улыбку. И промазал. «Черт!» «Ничего», — мягко сказал Тэхён, салютуя ему своим бокалом и делая крохотный глоток. Алкоголя ему не хотелось, но оставить коллегу пить одного он никак не мог. Он удерживал на лице безмятежную улыбку, хотя ситуация
на столе становилась откровенно угрожающей. Оливия забрала со столика свой бокал с вином, но Тони почему-то не спешил притрагиваться к пиву. И Чимин, пока была такая возможность, протянула ему бокал. «Или ты решил выпить только после победы?» И откуда он только нашел в себе такой заигрывающий тон? Не загадываю наперед, особенно когда имею дело с такими непростыми противниками. У Тони в темных глазах светились крохотные искорки. Он принял бокал, легонько коснувшись руки Чимина. У него были теплые пальцы со слегка загрубевшими подушечками. «Спасибо». Он сделал большой глоток и быстрым движением слизнул пену с губ. «Здесь местная пивоварня. Мне очень нравится этот сорт. Есть еще один. Он редко бывает, но при случае попробуйте темное, плотное, с медовыми нотами». «О, я этого не знал». Тимину приходилось слегка задирать голову, чтобы смотреть в лицо собеседника. Какой же он высокий. И было в его улыбке что-то притягательное, что заставило Чимина задержаться рядом. Но вовсе не разговор о сортах пива. Я просто попросил подать самое вкусное, что у них есть. Видимо, темное закончилось. Ну и это неплохо, да. Он сам сделал еще глоток. А еще руку чуть-чуть покалывало от чужого прикосновения, которое внезапно Чимину показалось очень приятным, пусть и неожиданным. Ему захотелось взять Тони за руку и рассмотреть его большие светлые ладони получше. Может быть, еще не поздно было отставить в самый дальний угол свое пиво. «Так вот, значит, тоже из Сан-Франциско?» — уточнила Оливия. «Вот уж правда, удивительно, что мы встретились здесь». «Я из Сан-Франциско, Чимин из Вашингтона». Тихий жмурился, прихлебывая напиток крохотными глотками, и ожидал своего ухода. От командировок есть большая польза. «Вашингтон. Очень красивый город», — одобрил Тони. «Я сам учился и время от времени бываю, навещаю семью брата. Библиотека Конгресса — место, где я провел лучшие годы юности». «О, правда?» Тимин округлил глаза и рот, правда, скоро губы растянулись в сладкой улыбке. «Я тоже обожаю библиотеку. Ее здание такое внушительное». Оливия почему-то хихикнула в свой бокал. «Тэхион, твоя очередь», и кивнула на стол. Парень отставил бокал. «Посмотрим, что здесь можно сделать», — пробормотал он, примериваясь. Отошел к краю стола, перехватил кий как-то иначе и сделал с виду совсем легкий удар. Однако его шар отправил два других в улузы. «Чимини, прошу». «О!» Тот слегка изумленно обернулся, услышав свое имя в такой подаче. Хлопнул глазами и вспомнил про бильярд. «Подержи», — урчил свой бокал темнокожему оппоненту и воинственно тряхнул головой. Этот его шар вышел красивым. Отточенным движением Чимин загнал его в цель, ну а потом, видимо, никак нельзя было обойтись без того, чтобы крутануться вокруг своей оси и засверкать почти невинной улыбкой. «Последний», — оповестил Чимин и предоставил право его забить своему напарнику. Тэхион не мог не оправдать возложенных на него надежд и посрамить честь конторы. «Готово», — возвестил он. Тони разочарованно застонал. «Еще партию?» «Только давайте придумаем, на что играем», — поддержала Оливия и состроила своему коллеге очаровательно дразнящую мордочку. «Может, кое-кто вспомнит, с какой стороны держать кий?» «Вот не надо. Тони отлично играет», — возмутился Чимин, тоже весьма очаровательно. «Может, тогда поменяемся игроками?» — не отставала Оливия. «Мы продуем», — подумал Тэхион. Он все еще видел перед глазами схему Чимина и понимал, что такими же линиями, только мысленными, для того исчерчен стол. Впрочем, был ли важен выигрыш? Ведь они собрались здесь для удовольствия, а поиграть в одной компании с очаровательной умной девушкой, чем не удовольствие. «Ну, я не против», — отозвался он вслух. «Играем на что-то?»
Я тоже не против», — Тони заговорщицки подмигнул Чимину. «Вашингтон против Сан-Франциско?» Тот просиял. «Матч года». Достав шары из луз, выстраивая их в ровный треугольник, даже без помощи каких-то специальных приспособлений, Чимин боялся озвучить, что хотел бы сыграть на желание. В нем было еще недостаточно пива, чтобы такое предложить, чтобы дать потом своим желаниям волю. Да, и вот незадача. Если они выиграют с Тони, желание должен будет исполнять Тэхён. Ну, или Оливия. А у Чимина уже появилось несколько интересных желаний в отношении высоченного зоолога. Самое невинное, чтобы он взял его номер телефона и позвонил, как только будет в Вашингтоне. О том, когда он сам там будет, Чимин не думал, но и это желание показалось ему слишком откровенным. Все-таки играть здесь, пить пиво, улыбаться и общаться — это одно. А продолжать знакомство и желать его продолжать так скоро — совсем другое. А ведь могло показаться, что Чимин слишком все усложнял. Тони был образованным, интересным человеком, наверняка с весьма занятной судьбой. Ему было что рассказать. С ним было о чем побеседовать. Что такого в том, чтобы пожелать этому знакомству продлиться, получить развитие? Совершенно ничего такого. Ни к чему это Чимина не обязывало. Но где-то в глубине души Чимин осознавал всю подоплеку своих желаний. И разве ему нужен еще один друг, на которого он будет заглядываться и страшиться своих порывов? Достаточно двоих. Поэтому Чимин просто сказал: проигравший оплачивает выпивку. И улыбнулся напарнику после своих слов. «Ну что ж, Чимин, готовь кошелек», — воинственно сказала Оливия. «Мы вас сделаем, не сомневайся». Тэхёну она смело подмигнула. Тэхён улыбнулся всем сразу. Он готов был выложиться на полную, несмотря на все свои возможные сомнения. Всегда делал все, чтобы не подводить партнера. «Она страшно азартная», — шепотом поделился Тони. «Ладно, еще бильярд, а вот карты. Мы на той неделе играли в компании «Вист». Я уж думал, Оливия нас до нитки разденет». Он фыркнул и уточнил: «В смысле, придется ставить последнюю рубашку?» «Не волнуйся, без рубашки ты сегодня не останешься», — попытался отшутиться Чимин. Хотя и хотел бы, чтобы так произошло на самом деле. Следующие полчаса он демонстрировал все, что мог. Как только не изворачивался, старался изо всех сил, лишний раз не давая Тони подходить к столу, решая все самостоятельно и не притрагиваясь к пиву, чтобы не отвлекаться. Что это было за соревнование и с кем? Может быть, даже с самим собой? На очередном головокружительном шаре, закатившемся в лузы еще 3, Оливия аж вскрикнула: «Чимин, это нечестно! Мы тоже хотим играть!» «Будь великодушен», — поддержал Тэхён. «Дай хоть к столу подойти. Я уже понял, что за выпивку платить мне. Но ты же даже шанса не оставляешь». «Может, изменим правила?» «Что за ерунда заплатить за выпивку?» — фыркнула Оливия. «Пусть проигравшая команда поцелуется у всех на глазах». Это было вызовом для всех. Чиминовская победная серия ударов тут же оборвалась. «Поцелуй — награда победителям, а не побежденным», — фыркнул Тэхён. Взглянув на Оливию, поправился. «Впрочем, я всегда готов к такому приятному наказанию. Но можем провести демократическое голосование». «Согласен с Тэхёном», — заявил Чимин, отходя от стола. «Пусть победители целуются, целуют кого захотят». Оливия заулыбалась, слегка поумерив пыл. Закатила один шар, а на следующем промахнулась. Чимин своей серии создал на столе не очень удобную для противников ситуацию. «Дай-ка». То недолго примирялся, но его точный удар отправил в лузы 2 шара разом. Тут пошли серьезные ставки. Они стоят того, чтобы бороться по-настоящему. Тэхён сморгнул и посмотрел на него пристальнее. А Чимин вернулся к своему пиву. Правда, ненадолго.
Когда вновь пришла его очередь, он разделался со всеми оставшимися шарами на столе, практически безжалостно. Разыгрался, так сказать. Все, можно дальше не продолжать. Раздосадованно взмахнув рукой на последний шар, закатывающийся в лузу, Оливия отложила в сторону кий. Смысл играть с таким-то чемпионом мира? Прошу прощения. Это явно был мой раунд. Мягко улыбнулся Чимин всем и сразу. Тэхён фыркнул, тихонько, едва удержавшись от смеха. Коллега сегодня превзошел себя. Выбирай, победитель. Это был очень тяжелый выбор. Чимин посмотрел на всех по очереди. В голове его снова разворачивались полотна схем. Что будет, если он поцелует Тони? А если Тэхёна? Оливия, конечно, была беспроигрышным вариантом, хоть и немало удивилась, когда Чимин подошел к ней и мягко коснулся губами ее губ. Она даже смутилась от этого, но буквально на несколько секунд, потому что потом заулыбалась. «И возьми мне еще вина, пожалуйста». «Без проблем», — отозвался Чимин, быстро отходя в сторону бара. Ну, он же не рассчитывал на то, что второй победитель решит поцеловать его самого. Тони посмотрел ему вслед растерянно. Конечно, правила приличия и элементарная вежливость требовали, чтобы его поцелуй тоже достался Оливии, единственной девушке в их обществе. Но компания у них подобралась молодая, веселая. Вечер располагал к некоторой вольности, и Тони надеялся, что если Чимина не согласится, то хотя бы не двинет в челюсть. Он дождался, когда Чимин вернется и отдаст Оливии бокал, и только тогда спросил у него: «Могу я поцеловать тебя?» «Меня?» Чимину очень хотелось, чтобы ему послышалось, чтобы Тони засмеялся после и сказал, что это шутка, чтобы внезапно рухнуло все это здание, провалился пол, обрушилась крыша, началась война, упал метеорит, да что угодно. Лишь бы не произошло то, чего Чимин действительно хотел, чтобы Тони поцеловал его. Тот немного смутился, но смотрел на Чимина прямо и утвердительно кивнул. «Тебя, если можно». Тэхён издал какой-то сдавленный, полузадушенный звук, но не вмешивался. «Пожалуйста, только не здесь», — проговорил Чимин, опуская взгляд. «Очень надеюсь, что там на полу у него под ногами все же образуется какая-то дыра, куда он провалится после такого ответа». Но дыры не появилось. Хотя он прожигал взглядом этот чертов пол, а потом резко двинулся в сторону бара, даже не оборачиваясь, чтобы взглядом поманить за собой. Надеялся, что Тони сам догадается или передумает. Там за баром была туалетная комната, в которую Чимин зашел тут же и тут же выключил слишком яркий свет, от которого резануло глаза. Прижался спиной к гладкой кафельной стене, приложив руку к груди. Все еще был какой-то шанс, что Тони не успеет его догнать и найти. Но зачем же Чимин оставил дверь открытой? Подоспевший парень аккуратно ее закрыл. Оперся руками на стену по бокам от Чимина и негромко доверительно сказал: «У тебя такие губы манящие. Очень хотелось к ним прикоснуться». Поцелуй был осторожным, словно Тони в любой момент ждал, что Чимин скажет ему «хватит». Чимин прерывисто вздохнул в чужие губы. Он так сильно жмурился, что перед глазами плясали цветные медузы. Сначала его оглушило словами, так что они еще долго звучали в голове, а потом дыханием. Сегодня Чимин проиграл. Проиграл собственным потаенным желанием. Проиграл самому себе. Он целовался в туалете с парнем, с афроамериканцем, да с очень симпатичным, образованным, очень интересным и, как показал поцелуй, даже нежным. Но это то, что он вряд ли сможет рассказать тому же Намджуну, хотя про вчерашний поцелуй с Тэхёном он ему тоже не собирался рассказывать. Это то, чего Чимин в своей жизни никогда не представлял, чему не оставлял места. А теперь, как будто бы один поцелуй решил выгореть в горстку пепла, потому что чужую осторожность он сметал жаркими выдохами и жадными вдохами.
А когда сам поддел губы Тони кончиком языка, едва ли не вспыхнул и даже тихонько простонал. Воодушевленный его реакцией, Тони переместил одну ладонь ему на затылок, придерживая от столкновения с кафельной стеной, а второй подхватил наверх под ягодицы, прижимая к себе. «Ты как мед», — шепнул в губы Чимину, прежде чем углубить поцелуй и коснуться собственным языком. Чимину казалось, что в том поцелуе, держась за шею Тони двумя руками, он сбрасывает с себя кожу, вылезает из скорлупы, превращается из гусеницы в бабочку, покидает кокон. Было жарко и хорошо. Он даже порадовался, что предложил уйти, потому что не смог бы такого почувствовать при всех за короткое невинное касание губ. — А ты такой высокий, — прошептал в ответ, когда его зацелованные губы были готовы треснуть не от поцелуев, а от улыбки. Уткнулся носом в шею, позволяя себе запомнить и этот момент, насладиться чужим запахом. — Хочешь, можем пойти ко мне. Тони огладил губами его висок, щеку, край уха. — Нет, я не готов, — честно выдохнул Чимин, но с небывалой для себя легкостью. — Ты же понимаешь. Он не видел перед собой ничего в темноте, но чувствовал, скользя пальцами по лицу парня. — Жаль. В голосе слышалась слабая улыбка. — Я понимаю, но все равно жаль. Тогда можно еще? Тони снова накрыл губы Чимина своими, не дожидаясь ответа, смелее, жарче, но все еще очень нежно. Чимин не противился. Он уже перешагнул через отрицание того, что это ему нравится, что он сам этого жаждет, а новый поцелуй мешал ему откатиться обратно, вытягивал все дальше от той грани, заставлял выпускать смелые звуки изо рта и сжимать пальцами короткие волосы на затылке Тони. Чимин позволял себе целоваться, как в последний раз, хотя уже очень отчетливо понимал, что этот раз точно не последний. После такого он уже не сможет ничего в себе отрицать. После вчерашнего с Тэхёном и сегодняшнего с Тони не сможет. У него просто не хватит на это сил. Пожалуйста, давай встретимся как-нибудь еще. Оставь мне свой номер телефона. Пожалуйста. Прошептал он, вновь вжимаясь в чужую шею носом. Сам хотел попросить. Выдохнул Тони, поглаживая его шею под волосами. А я запишу. И ты мне свой номер дай. Я дам. Отозвался Чимин, все еще сбито дыша. Но я не знаю, когда я вернусь в Вашингтон. Вообще не знаю. В Сан-Франциско я буду гораздо раньше, но там я живу в отеле, хотя я вообще думаю туда переехать. Он прикусил краешек губы, останавливая себя. За дверью послышались чьи-то голоса. Тимин враз почувствовал себя выдернутым за шиворот в суровую реальность, где они с его новым знакомым надолго заняли туалет. «Выйдешь первым, я догоню», — почти промурчал он, мазнув губами по его щеке напоследок. «Хорошо». Тони с явной неохотой отпустил Чимина, щелкнул выключателем, щурясь, и поправил быстро одежду на себе и на нем. «Я жду все твои контакты». И он белозубо сверкнул улыбкой. «Спасибо, что разрешил. Мне понравилось». Тэхён не мог вспомнить, о чем они говорили с Оливией в баре, пока та потягивала свое вино. А как только Чимин вернулся, то почти сразу же украл его у девушки и утащил в номер. Едва только расплатиться успел и обменяться контактами. И в номере также внезапно обнял Тэхёна, как только они переступили порог. Обнял за талию, прижался и умиротворенно мурлыкал. «Я сначала думал на тебя ругаться. Не спрашивай, почему, но сейчас мне хочется вот так выразить свое отношение». «Все нормально. Я волновался», — признался Тэхён. «Тебя долго не было, и я не знал, что и думать». Он подцепил подбородок Чимину пальцами, заглянул ему в лицо, отмечая сияющие глаза и припухшие от поцелуев губы,
и слегка раскрасневшийся подбородок. Неожиданно для себя нежно провел по коже подушечками пальцев и насупился. Мог бы и побриться, прежде чем тебя целовать. Перестань, забавно фыркнул Чимин. Вряд ли он догадывался, что будет с кем-то целоваться этим вечером. Или ты всегда перед поцелуем достаешь бритву из кармана и просишь подождать 10 минут? Что-то я вчера этого не заметил. Нахальный черт, а не специальный агент, сиял над Тэхёном своими лучистыми глазами. Тот потрогал свою почти гладкую щеку к вечеру. У него щетина росла не так быстро, но не стал это комментировать. «Вижу, тебе понравилось». Кажется, он был рад, что вчерашние события позволили Чимину шагнуть к принятию собственных желаний. Не было поводов для беспокойства и тревоги, но тень какого-то неясного, иррационального, даже огорчения все равно коснулась чего-то внутри. Это было потрясающе. Чимин прикрыл глаза подрагивающими ресницами, тихонько шепча. Я словно стал кем-то другим. А может, я всегда им был, но не знал об этом. Человеком, способным на такое безумство, о котором теперь буду вспоминать всю жизнь. О котором будет сложно кому-то рассказать. Ну и не нужно, потому что это очень личное, интимное. Кажется, Тэхён вчера приоткрыл какой-то ящик Пандоры. А сегодня Тони выкинула от него крышку за пределы этого мира. Потому что Чимин так чувственно говорил о своих впечатлениях, так легко и чувственно, так прижимался при этом. Это хорошо. Тэхён даже удивился, почему его голос звучит так хрипло. Пиво слишком было холодным. Это правда хорошо. Я рад за тебя. Он правда был рад. Но аккуратно отстранился от Чимина, чтобы вздохнуть поглубже. Ты молодец, Чимини. Он заулыбался. Ты смелый. Ты очень хорошо играешь в бильярд. Не совсем к месту, сказал тот. Давай закажем какой-нибудь ужин. Мы ведь даже не ели. Можем что-нибудь посмотреть по телевизору. А можем просто поболтать. Если ты устал, можем пойти в кровать. Хочешь? Чимин улыбался, не переставая, а все еще чувствовал, что не может сейчас просто пойти в душ и спать. Не мог оставить Тэхёна сейчас. Последнее прозвучало двусмысленно, хихикнул тот. Несколько нервно, пожалуй, но он правда волновался за друга. А если бы Тони его напугал? Или Чимину бы не понравилось? Беспокойство отступало крохотными шажками. Ты голодный? Не поздно для ужина? Время уже давно перешагнуло за 11 вечера. Он помнил, что Чимин говорил о своем режиме. Это все пиво, пояснил тот. Мне после него всегда есть хочется. Можем взять что-нибудь легкое, какой-нибудь салат или фрукты. И да, про кровать я не шутил. Про твою кровать. Очень хочу полежать с тобой и поболтать. Можно и обниматься. Только сначала я все-таки схожу в душ. А ты закажи чего-нибудь. Лучше салат для меня, если будет. Хорошо? Ты маленький диктатор. Помыкаешь мною как хочешь, просто веревки вьешь. С каким-то веселым удивлением признал Тэхён. Морепродукты будешь салатом? Я не маленький, насупился Чимин. Мы одногодки. А потом все-таки скрылся в ванной, завершающим «все буду». Одногодки, хмыкнул Тэхён. Как будто я про это. Я же ни из кого веревки не вью. То есть против диктатора он не возражает. Смотри-ка. Он заказал Чимину салаты из мидий и кувшин лимонада, потому что завтра им еще работать, а возможно даже лететь. И хватит уже пить каждый день. И свежих ягод на десерт. А то ведь голодным останется. Без десерта никак. Заказ принесли даже быстрее, чем Чимин из души выбрался. К ягодам прилагались густые взбитые сливки. «Ты отрастил хвост и хочешь стать русалочкой?» — спросил Тэхён громко, подойдя к двери ванной. «Я съем твою еду без тебя!»
Он выбрал спелую ягоду черешни, обмакнул ее в сливки и даже причмокнул от удовольствия. Чимин как раз распахнул дверь, завернувшись в халат. «У тебя нос в сливках», — сразу заявил, как только разглядел. «Надеюсь, что-то съедобное ты все-таки взял. И мне хоть что-нибудь осталось? Очень есть хочется». «Ну и вредный у тебя характер, Чимини», — тоном оскорбленной добродетели заявил Тэхён, махнув рукой в гостиную. Стол был уставлен едой. «Я одну ягодку съел, пока тебя ждал, и она вполне съедобна». «Она в сливках». Чимин наморщил нос, прошел в гостиную и уселся за стол. «И характер у меня замечательный», — почти пропел. «Просто он несовместим с этой белой сладкой массой. Вот и все». Так у него сейчас все просто было. Чудо какое-то. Чимин и сам от этого получал удовольствие. От такого себя. Такого, кто может взять столик на колесиках и увести его за собой прямо в комнату Тэхёна, как будто он там хозяин. Устроившись в его кровати, Чимин принялся есть и попутно сообщил напарнику, который с удивленным видом зашел следом. «Я впервые в жизни ем в чужой кровати». А потом засмеялся. Видимо, день у него сегодня такой, ну или вечер, когда все это непотребство дается ему легко. Может, он пожалеет об этом завтра, возьмется за ум и вернется к привычному распорядку. Но сегодня он ел почти в полночь, в кровати друга и совершенно ни о чем не переживал. «Ты мне расскажи, а тебе и девушки, и парни нравятся? Так всегда было. Как ты вообще это понял? Как ты живешь с этим?» И, судя по тону, такой разговор сейчас для него легче лег. Может, это на него двойная победа в бильярде так повлияла? «Ну ты хитрец!» Тэхён только глаза забавно округлил на все его действия. «Да я в душ схожу, приведу себя в порядок, чтобы забраться в кровать. И оставь мне хоть что-то». Впрочем, он надеялся на то, что даже если оголодавший Чимин съест все, сливки ему останутся. Уже неплохо. «А по поводу твоего вопроса, коротко для затравки», — он хохотнул. «Представь, прихожу я вечером домой, а мы обычно с Аджуном ужинаем. Астрид тогда маленькая была, она уже легла спать. Вот прихожу я к ужину, ковыряю содержимое тарелки, весь на эмоциях, никакого аппетита. Говорю так осторожно. А я тут с парнем переспал. А Саджун мне: и что? Передай соус, пожалуйста. Так что, понимаешь, у меня дома к этому очень легко отнеслись. Ну, и я как-то был в атмосфере очень либеральной в этом смысле. А теперь я в душ». Чимин хохотнул на моменте с соусом. Потом махнул рукой, мол, иди, сливки оставлю. И ведь оставил даже большую часть ягод. И даже парочку мидий. Все не съел. Завалился в постель Тэхёна, отодвинув столик, сложил руки под головой и прикрыл глаза. Он не спал, пока ждал напарника. Просто лежал и наслаждался своим либеральным ощущением внутри себя самого. Хотелось бы ему однажды рассказать об этом Намджуну. Может быть, и реакция была бы такой же, как у друга Тэхёна. Но пока Чимин решил сохранить это в себе. В этом городе, в этом отеле. Может быть, с ним больше и не случится ничего подобного, кто знает. Но это он хотел бы сохранить. «Как же я люблю смотреть на счастливых людей!» Тэхён появился на пороге комнаты в халате, активно вытирая волосы полотенцем. Отбросил его в сторону и подсел к столику. «О, ты мне что-то оставил!» Как-то он и сам проголодался. Быстро съел все и, облизываясь от сливок, уточнил: «Ты точно не хочешь? Они же вовсе не сладкие». «Точно не хочу», — отозвался Чимин, лениво приоткрыв глаза. Он и до этого их приоткрывал, наблюдая за Тэхёном, за тем, как он ест, как периодически ерошит влажные волосы рукой. Видимо, Чимин и правда чувствовал себя счастливым, потому что подполз к нему поближе и устроился на коленях головой.
как Тэхён вчера. Волосы самого Чимина к тому времени уже полностью высохли, были мягкими и воздушными, никакой тебе строгой прически и укладок. Ешь сам свои сливки. Я вообще не понимаю, как можно мешать молочные продукты с морепродуктами. Бррр. Нестандартные вкусовые ощущения. Одна из основ интересной кухни. Отозвался Тэхён, окунув кончики пальцев в блюдо с розовой водой, смывая запах, и отпихнул столик в сторону, чтобы сосредоточиться на гости. «Тебе удобно?» — спросил бархатно. «Или мне пересесть? Я бы оперся спиной на что-нибудь». Тимин приподнял голову, приподнялся и корпусом, опираясь на руки, мурлыкнул. «Пересаживайся». И дождался, пока снова можно было лечь. Я еще хотел спросить. Ты не подумай, что я всерьез, но мне важно знать, как это между мужчинами вообще происходит. И я сейчас даже не про секс. Не надо так думать. Я про знакомство. С девушками понятно. Она тебе нравится или ты ей. Вы встречаетесь взглядами, улыбаетесь друг другу, общаетесь. Ты ухаживаешь, водишь ее на свидание, даришь цветы и подарки. Все такое прочее. Но с парнями-то как? Только не надо мне про точно так же. Я вообще-то себе этого не представляю. Тэхён запустил пальцы ему в волосы, перебирая прядку за прядкой. Черт, я хотел сказать точно так же, засмеялся он. Не знаю. Вы смотрите вместе кино, играете в баскетбол или теннис, катаетесь на машине или мотоциклах, разговариваете, выпиваете вместе. Слушай, я реально не знаю. В моем представлении это мало чем отличается от обычной крепкой дружбы. Только вы еще обнимаетесь, целуетесь, при возможности спите вместе. Да, это действительно похоже на крепкую дружбу, согласился Чимин. Только со всякими дополнениями. А с парнями тебе проще или с девушками? А с кем? Приятнее секс. Блин, слово такое дурацкое, приятнее, признался он, почесав кончик носа. Это у меня секс был только неприятный, точнее, попытки им заняться. Ну, ты понял, о чем я. Никогда не думал об этом в категориях проще или сложнее. Ну, а приятнее... Тэхён задумался и очень серьезно сказал. Секс приятнее всего с тем, кого любишь. Трудно сравнивать, понимаешь? Вообще разные ощущения. Но меня привлекают и парни, и девушки. Я по-разному пробовал. У тебя, я так понимаю, альтернативы нет, если тебя девушки совсем не возбуждают. Да, я и насчет парней-то не особо уверен, вдруг признался Чимин, понизив голос. Да, целоваться с парнями мне нравится куда больше. Хотя до вчерашнего вечера мой единственный подобный поцелуй вызывал во мне один стыд и желание затолкнуть это воспоминание туда, откуда оно вывалилось. Но я вообще не уверен в чем-то еще. Смогу ли я пойти на это? Каким должен быть человек, с кем это произойдет? Буду ли я достаточно возбужден? Будет ли ему приятно быть со мной, ведь я вообще ничего не умею? Или это можно будет обсудить заранее, и он будет готов ждать, пока я не решусь? Или он будет мне все объяснять и успокаивать? Тимин глубоко вздохнул. И что я буду чувствовать после? Что я все-таки преступник? А вдруг потом мы расстанемся, и мне снова мучительно долго придется искать того, с кем я буду очень долго готовиться и сомневаться? Знаешь, я, возможно, не был достаточно искренен, когда говорил, что я без этого хорошо живу. Я ведь планировал в юности, что встречу девушку, буду за ней ухаживать, потом мы поженимся, заведем семью. Но потом все начало ломаться, когда девушки были для меня в редких случаях лишь объектом внешнего стороннего восхищения. Тем, как красиво они выглядят, как изящно двигаются, как вкусно готовят или грациозно танцуют на каблуках в красивых юбках. Меня это могло заворожить,
Я мог любоваться, но дальше этого ничего не шло. Только картинка, только и всего. С отцом мы никогда об этом не говорили. С мачехой тем более. Разве что с друзьями, но как-то не всерьез. В академии, сам понимаешь, девушек маловато было. В бюро их тоже не так уж и много. Да я и не люблю слишком настойчивых. Они меня сразу моментально отпугивали. Потом я познакомился с Намджоном. Он заметил, что я ни с кем не встречаюсь и не собираюсь. Мы стали об этом говорить. И он был уверен, что я просто должен найти свою особенную, чтобы влюбиться. А потом уже все остальное. Я, знаешь ли, и сам этого хотел. Но на трезвую голову все то же самое. Только красивая картинка и недолгое любование. А на пьяную стыд и срам. Я не очень люблю это вспоминать, но я ведь тоже тогда решил быть смелым. Пригласил ее к себе. Мы даже целовались в такси, хотя во мне все этому противилось. А потом я просто остался беспомощным, когда мы разделись. Да, я не в каменном веке родился. Я пытался целовать и трогать, но я вообще ничего не чувствовал. А чем больше она меня пыталась трогать, тем хуже мне становилось. Не буду рассказывать тебе, чем все это закончилось. Это слишком стыдно. Но больше попыток я не предпринимал. Остался при своем давнем плане встретить свою единственную. Секс с ней только после свадьбы, потому что в моих мечтах она была скромной и такой же неумелой, как я сам. Но потом работа, дом. Девушкам там не было места. А парней я сторонился, потому что это запрещено законом и общественностью. И теперь оказывается, что путей у меня по-прежнему немного, потому что найти своего единственного парня — это вообще какая-то фантастическая история. Даже Намджон до такой не додумается. Чимин поднял взгляд вверх в надежде, что Тэхён не уснул под его долгий монолог. Наверное, со мной все-таки что-то не так, раз я отказал Тони пойти к нему. Вдруг это был мой шанс попробовать. Но я совершенно не был к этому готов. Меня перекрыло от нескольких поцелуев. Мне этого было достаточно, понимаешь? Тэхён не уснул, разумеется. Он все так же перебирал волосы Чимина, внимательно его слушая. Было бы скорее странно, если бы ты сегодня согласился пойти с Тони, учитывая, что ты только вчера так волновался, столкнувшись с проявлением своей сексуальности, — мягко сказал он. Это естественно, что ты еще не готов. А по поводу того, как все может сложиться, если парень будет тебе нравиться, а ты ему, уверен, у вас все получится. В этом деле вообще некуда спешить. Знаешь ли, два парня могут доставить друг другу удовольствие разными способами. Трогать друг друга, целовать. Вот это все. Некоторые вообще не практикуют секс с проникновением. С каждым разом ты будешь готов идти дальше. Старые опасения будут отступать. Главное — принять себя и свои желания. Со временем ты поймешь, какие парни тебе нравятся больше, кто вызывает у тебя влечение. Поверь, найти парня, с которым вы захотите быть вместе, можно даже в Америке. Да, вам придется быть осторожными, но... Ты очень эмоциональный, Чимини. Ты не можешь сдерживать себя всю жизнь. И жить эту жизнь счастливо и гармонично. Тэхён погладил друга по щеке, вновь вернул руку в волосы и хихикнул. По поводу, будешь ли ты достаточно возбужден, вообще не удивляюсь, если тебя, когда ты распалишься, будет не остановить. Это знаешь, в чем-то как ветрянка, к примеру. Если переболеешь ей в детстве, она проходит довольно легко, а во взрослом возрасте переносится довольно болезненно. Если бы ты пережил свои нынешние переживания лет в 15-17, тебе было бы легче это пережить и принять. Сейчас шквал эмоций может быть таким, что тебе будет сложно. Но лучше так, чем всю жизнь пытаться задавить в себе свою чувственность.
Он отвел руку, потянулся всем телом, позволив Чимину остаться на его коленях. Не пожаловался, нарочито обиженно надув губы. У всех сегодня были поцелуи, кроме меня. А потом наклонился вперед и чмокнул Чимина в волосы над ухом. Вот теперь справедливость восстановлена. Ты иногда говоришь прям как Намджун. Знаю, фыркнул тот. Знаю, что я уже это говорил. Но я не устану этому удивляться. Когда мне было 25, он тоже говорил, что спешить некуда. Прошло уже 7 лет. Это почти треть всей моей какой-то осознанной жизни. А спешить все равно еще некуда. Хотя вы правы. Однажды я уже поторопился и заработал себе настоящую сексуальную травму. Так что теперь я точно не буду никуда спешить. Даже если я встречу своего парня, я ему сразу скажу. Секс только после свадьбы. И это не факт. Он засмеялся, неожиданно поймал руку Тэйхёна и прижал его ладонь к своей. Можно я кое-что сделаю с твоей рукой? Только закрой глаза и не подсматривай. И обещай, что не будешь это комментировать. Иногда мне кажется, что ты в него влюблен, своего Намджуна. Тэйхён фыркнул, но как-то ласково. Ты меня заинтриговал. Моя рука в твоем распоряжении. Поверь, когда ты познакомишься с ним, ты тоже в него влюбишься. Может, даже не почти, подразнил Чимин. Взглянул наверх удостовериться, что Тэйхён точно закрыл глаза. Он не хотел ему объяснять, что когда был маленьким, как и многие дети, засыпал, посасывая свой большой палец. Правда, эта привычка у него до сих пор сохранилась, чего не знал даже Намджун. Чимин ничего не мог с этим поделать. Но он чувствовал себя умиротворенно и спокойно, каждый раз, когда засыпал вот так. Бывало, когда он не мог заснуть, то просто этим пользовался, и это работало лучше всякой таблетки снотворного или стакана теплого молока. Интересно, что он почувствует, когда палец будет не его собственный. Чимин поднес руку Тэйхёна поближе к своему лицу, присмотрелся, развернул поудобнее и слегка сжал губами костяшку большого пальца. А потом забрал целиком, поперек, запустив кончик за щеку. Тэйхён ощутимо вздрогнул, вздохнул сладко, но глаз не открыл, помня об обещании. «Чимин, это очень дразняще. Ты в курсе?» — мягко спросил он и осекся. «Извини, я же не должен комментировать». Чимин что-то промычал, прислушиваясь к своим ощущениям. Да, это его почему-то совсем не клонило в сон. И умиротворения не добавило. «Извини, пожалуйста. Я должен был попробовать», — проговорил он, когда выпустил его изо рта и оставил руку на своем плече, а сверху накрыл ладонью. «Я больше не буду». «Ну что ты? Ни в чем себе не отказывай», — пробормотал Тэйхён. «Можно уже глаза открыть?» «Конечно, можно», — разрешил Чимин. «Но я не должен слишком увлекаться такими вещами. Обниматься и даже целовать друг друга мы можем. Но это уже, наверное, слишком брать в рот пальцы друга, потому что хочется. Нужно где-то провести какую-то границу. Иначе...» Он не смог договорить, потому что не нашел подходящих слов. Но надеялся, что Тэйхён его поймет. Он ведь так хорошо его понимал, что удивительно. Всего какой-то там 3-й день. Знакомый, а ощущение, что дружил с ним с самого детства. Лежал вот так у него на коленях и улыбался ему, держа за руку. И дело вовсе не в том, что порой Тэйхёновы слова были похожи на те, что Чимин уже слышал от своего столичного друга. С Тэйхёном Чимину было спокойно, умиротворяюще и без большого пальца во рту. Хотя странный эксперимент того стоил. У Тэйхёна были очень красивые руки. Грех с такими не экспериментировать. «Давай поспим». Чимин позволил себе еще немного полежать вот так, насладиться этим пониманием. А потом медленно приподнялся. «Закажу тебе кофе утром, если хочешь. Даже приду разбудить.
«Можешь не уходить», — пробормотал тот и прижал Чимина ближе к своему боку. «Обещаю не приставать к тебе ночью. Просто останься. Пожалуйста». «Нужно хотя бы выключить свет», — шепотом сказал Чимин после недолгих размышлений. А вернувшись обратно под бок напарника, наигранно строго сказал: «Если будешь приставать, утром не проснешься, так и знай». В нем точно жил какой-то диктатор, потому что дальше последовало весомое: «Спи!» И сверху опустилось одеяло. Must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water, like a teardrop in your palm. And it's a hard winter's day, a dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that